Эта история прошла незамеченной, только в силу грифа «совершенно секретно». Однако, к середине 20 века она все же просочилась в прессу и произвела шок во всем мире. Ну а к концу века открылись документы, придавшие случившемуся воистину сенсационное звучание. Всем привет! С вами Финемор. В конце 1946 года к берегам Антарктиды направилась мощнейшая экспедиция военно-морского флота США. Во главе ее стоял самый известный полярный исследователь со стажем 3 предыдущих экспедиций – контр-адмирал Ричард Бёрд. Под его командованием находился громадный авианосец «Касабланка» с 18 самолетами и 7 геликоптерами на борту и 12 кораблей, оснащенных по последнему слову науки и техники. Команда состояла из 4000 человек. Операция даже имела собственное кодовое название – «Высокий прыжок». 1 февраля 1947 года экспедиция высадилась в Антарктиде в районе Земли Королевы Мод. Работы были рассчитаны на 8 месяцев. Команда рьяно принялась за детальное изучение прилегающей земли и облету дальней территории. Но 2 марта 1947 года случилось невероятное. Флотилия подверглась нападению неизвестных военно-морских сил. Завязался кровавый бой. На корабли обрушился огонь непонятных летательных аппаратов. Самолеты США появились в небе, но почти все 12 из 18 были сбиты. Один из кораблей пошел ко дну. Людей на борту охватила паника. Через несколько минут она перекинулась и на другие суда. Объятые ужасом матросы и экипажи пытались спрыгнуть с палубы, за борт. Но самое невероятное состояло в том, что летательные аппараты неожиданно появились из-под воды. Это были летающие тарелки. Эскадре пришлось бросить все, сняться с якоря и убраться от берегов Антарктиды. А летающие тарелки, кружа, гнали нежданных гостей вон, все дальше и дальше. Так что на родину эскадра вернулась изрядно потрепанная, потеряв 40 человек. И сразу же началось расследование. Правда, засекреченное с первого мгновения. И только спустя десятилетия в прессу просочились краткие сведения о секретной спецкомиссии под предводительством самого президента США. Именно тогда адмирал Ричард Бёрд доложил, что корабли и самолеты подверглись атаке летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Это был просто фантастический рассказ, но ведь он принадлежал не интеллигенту-романтику, а практику вояки. Правда, та давняя спецкомиссия не поднимала вопрос о том, зачем вообще ВМФ США отправил в Антарктиду столь внушительную экспедицию. Наверное, для той комиссии все было ясно. Но вот спустя десятки лет газетчики, раскопав это сенсационное нападение на эскадру, в свою очередь решили докопаться до правды. Зачем отправлять на континент, где нет ничего, кроме снега и льдов, столько кораблей, техники и людей? Оказалось, что после окончания Второй мировой войны в 1945 году американские спецслужбы взяли в плен 2 капитанов нацистских подводных лодок. Капитаны эти принадлежали к самому высшему классу командиров – субмарин, и обладали наисекретнейшими допусками. Они-то и сообщили спецслужбам, что в конце войны совершили несколько спецрейсов на территорию базу нацистов в Антарктиде. Конечно, звучало это невероятно, секретное логово в царстве вечного льда, но союзники уже во время войны начали подозревать, что интерес фашистской элиты, в частности самого фюрера, к льдам Антарктиды не случайен. Еще в 1938 году нацисты снарядили экспедицию к ее берегам. 17 декабря из Гамбурга вышел корабль «Швабе-Ленд», оснащенный по последнему слову техники, на борту которого имелись и самолеты, и гидропланы. Немцы подошли к материку в районе Земли Королевы Мод.
Как раз там, где впоследствии побывала эскадра адмирала Бёрда. Обследовали территорию и пометили ее. Через каждые 25 километров сбрасывали с самолетов вымпелы с нацистской символикой. Обследованную территорию 8600 километров они назвали Новой Швабией, по аналогии со Швабией, старинной территорией Германии. Но зачем они вообще обследовали льды и снега? Оказалось, что это согласуется с мистической теорией полой Земли, в которую верили оккультно настроенные главари Третьего Рейха, и особенно Гитлер, считавший, что у него на Земле особая миссия – возрождение высшей арийской расы. По теории оккультистов, под поверхностью нашей планеты имеются огромные пустоты, пригодные для жизни, где царит несменяемый теплый климат, где даже существует свое внутреннее солнце, ядро планеты. Чем не лучшее тайное убежище, не теплица для рассады новой арийской расы? Нужно только найти вход. Вот ученые-арийцы вместе с тайными оккультными обществами нации и искали эти входы. Сначала на Тибете, потом в Южной Америке. На очереди оказалась и Антарктида. Не буду голословным. Вот несколько высказываний того времени, которые стали известны общественности. Мои подводники обнаружили настоящий земной рай. Так резюмировал экспедиции корабля «Швабиленд» адмирал Дёниц, командующий немецким подводным флотом. А вот приказ фюрера от 10.01.40 года. Объединенные и организованные подразделения наших ученых, моряков и подводников совершили невозможное вместе с отделами СС по изучению наследия предков из Великого Рейха. Они провели успешную работу и позволили нам открыть новые земли для освоения народов Германского Рейха в Антарктиде. В связи с открытием новых территорий приказываю в течение ближайших 6 месяцев приступить к скрытому и тщательному отбору добровольцев для освоения земель Германского Рейха в Новой Швабии. Ответственность за переселение части жителей из чистокровных арийцев в Новую Швабию, а также за соблюдение мер по удержанию этой акции в тайне возлагаю на рейхсляйтера Бормана. В 1940 году началось строительство 2 баз в Антарктиде. Перевозку осуществляли подлодки из личного конвоя фюрера и огромные грузовые субмарины. Как позже написал полковник американской армии Виндел Стивенс, нашей разведке было известно, что немцы строят 8 очень больших грузовых субмарин. Все они были спущены на воду, укомплектованы и далее бесследно исчезли. До сего дня мы не имеем никакого понятия, куда они ушли. Они не на океанском дне, и их нет ни в одном порту, который мы знаем. Так может, эти субмарины ушли в Новую Швабию? И может, правы некоторые военные исследователи, считающие, что Гитлер и его ближайшее окружение отбыло туда после разгрома фашистов. А вместо их подлинных трупов союзники получили тела двойников, которые были практически у всех фашистских бонз. Так вот почему эскадра прославленного контр-адмирала Бёрда кинулась к берегам Антарктиды. Американское военное руководство решило либо положить конец слухам, либо найти легендарные нацистские базы в Новой Швабии. Но не сумела. Эскадра понесла потери, вынуждена была ретироваться. Но неужели это и вправду были новые военные аппараты недобитого Рейха? Откуда там взяться летающим тарелкам? Есть 2 версии. Во-первых, говорят, что еще в 1936 году под городом Фрейбургом разбилось неизвестное землянам летательное устройство. Неземной пилот погиб, но сам НЛО достался немцам, и те смогли разобраться в его устройстве. По второй версии, немецкие ученые и безо всяких НЛО подошли чрезвычайно близко к созданию подобных аппаратов. Будто бы они даже создали пару моделей, но не успели доработать. Рейх рухнул. Так не эти ли разработки оказались в Швабии, существенно доделанные? Впрочем, если отвлечься от НЛО и взглянуть повнимательнее, то несложно понять, кто еще мог быть в дни экспедиции бравого Бёрда в водах Антарктиды. Документы с грифом «Совершенно секретно», ставшие достоянием общественности в конце 20 века, подают события по-новому. Не догадываетесь? Да-да. В то время у территории ледяного континента курсировали советские корабли.
Конечно, они именовались не военными, а научными и исследовательскими, как, например, «Слава», появившаяся в водах моря Лазарева в январе 1947 года. Так, может, эскадре Бёрда противостоял и гнал с континента не мифический фашистский флот, а корабли советского военно-морского флота? Но тогда получается, чтобы избежать осуждения в США, ловкий адмирал просто выдумал летающие тарелки. У этой версии есть одна таинственная подробность. Вот послание начальника Главного управления контрразведки СССР товарищу Абакумова, главе КГБ СССР товарищу Меркулову. Докладываю. 11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки СМЕРШ 79-го стрелкового корпуса в здании штаба ВМФ Германии обнаружены карты прохождения морских глубин. Как следует из перевода текста к инструкции на карте, речь идет о прохождении подводных коридоров для входа в Асгарту подо льдами Антарктиды. На каждой из карт в графике цифрами и знаками, которые требуют расшифровки специалистов в области астрономии и навигации, обозначены разные ключи. Как стоит полагать, используемые в зависимости от времен года и расположения Луны. Конечно, найденные карты еще только предстояло расшифровать. Но, может, наши шифровальщики лучшие в мире сумели это сделать. И потому наша слава устремилась на юг. Тогда, возможно, сейчас в тайных городах Новой Швабии говорят по-русски. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.